Долгая дорога вдоль. Идем потихонечку. Морозный день. Я это выложу в YouTube. 0 градусов. Ну, день не морозный, день хороший. Нормальный день. Сосенки зеленые. Все без веточек. А число 26 марта. Я вот приехала в тампере. Мне тут нравится. Но я все время какой-нибудь заболеваю дрянью. То глаз заболит, то челюсть, то зуб. Приезжаю в Питер, приходится вырывать. Нет, приезжаешь в Питер и все проходит. А приезжаю в Питер, челюсть проходит. Приезжаю сюда, начинает болеть. Вот такая жизнь у нас. Акклиматизация, как ни странно, проходит сложно. Денек солнечный, хороший. Давай я тебя сниму. Не надо. Чем я снимать? Дорога вдуло долгая, поэтому съемка будет длиться 2 часа. Бесконечная. Ну, то, что меня, конечно, прикалывает там вообще в Финляндии, то, что здесь практически нет людей. Ходишь, и пара человек только навстречу попадется, и Вот. все. Ну и хорошо. Куда тебе много людей-то толпа? У нас все время идут. У нас в 5 часов утра идут узбеки на работу. И возвращаются пьяницы, гульбы и наркоманы. А тут и днем никого Ну, больше людей, веселее. А здесь, ну, вот машины ездят. нет. Все В основном по машинам сидят. все передвигаются на машинах, да. В основном в своей массе. Но тоже машин не так уж и много, надо сказать. Здесь зато люди гуляют со скандинавской ходьбой, с палками, с ходьбой скандинавской. Да, я сегодня занимаются. видела, женщина так бодро шла утром с палками. Да, они То есть гуляют и утром, и днем, и почти ночью. это очень популярная ходьба и очень тонизирующая. То есть У нас это хорошо. уже и старушки ходят с палками, которые еле идут. Они не с костылями, а со скандинавскими палками. Я тут вышла на балкон и увидела то ли заяц, то ли волк, то ли лиса. Ночью перебегал дорогу. Ты скажи, в каком месяце это было? Это же не Это сейчас. было в ноябре месяце, Ну да. в начале ноября. Ну, зайцы здесь бегают, прыгают зайцы. А зайца я видела много раз рядом с домом. Зайцы прыгают, да, они крупные, такие, как небольшие собаки. Их не убивают, они бегают, радуются жизни. Прыгают, вернее, они бегают. Ты идешь? А. Потерялась. А это остановка? Ну, по идее, да, здесь была остановка, но почему-то она не функционирует больше. Ну, можно прервать видео, пока идем. Нет, а зачем? Я снимаю как раз вот Финляндию, какая она изнутри. Поэтому что прерывать-то? Внутри есть вот настоящая. Настоящая Финляндия. Настоящая Вдалеке Финляндия. показался один человек. Да, это без прикрас. Это то, что есть. Нет, ну это Ферванта. А в центре там много людей. Ну, в центре много людей, но люди в основном так и живут по окраинам. И вот в окраинах вот так.
В принципе, хороший воздух, свежий. Легко дышится. Да, кругом лес. Какая-то плохая дорога, скользкая. Лед медленно тает. Тебя зарядки-то хватит, пока мы до дома дойдем? Ой, Ну, даже если не хватит, останется вот это видео. В принципе, до я и не собиралась снимать. а? До я и не собиралась снимать. Он непрезентабельный такой магазин. Почему? Хороший магазин. Ну, по мне так он... Торговый центр хороший. По мне он непрезентабельный, не знаю. Как-то он меня раздражает. Слушай, а помнишь, мы ходили в какой-то большой магазин, который стоял в поле? Это в Копио было. В поле. Мы еще долго шли, Ну, это возможно... потом возвращались и ели мороженое. Это, наверное, призма, скорее всего, была. В призму мы Копио. ходили. Может быть. Может быть. Мы шли каким-то мимо леса. Ну, это тут лес везде, поэтому тут шли мимо Вот у меня леса. такое воспоминание, что это было в Копио. Ну, может быть, там есть магазин такой был, призма. И вполне возможно, что мы ходили в призму и ели мороженое. Ходили мимо леса, это относится ко всем, ко всей Финляндии. Тут идешь и в лес кругом. И камни большие, валуны, Ну да, большие камни тут везде. которые остались с ледникового периода. Ну, не знаю. Я не геолог, поэтому не знаю, какая природа этих камней. Это место плохое, все во льду. Ну, мы идем не спеша, гуляем, поэтому... Иди, а я за тобой пойду, буду место Нет, не выискивать. надо. Пойдем рядышком. Я оглохнуть где-нибудь тут рядышком. Ну, иди как хочешь. Финны очень замкнутые люди, поэтому они такие очень сдержанные, неэмоциональные, малоэмоциональные. Поэтому русский менталитет им чужд по своей природе. Допустим, если громко эмоционально разговаривать, они могут решить, что люди ругаются, потому что у них не принято громко разговаривать. У них считается нормальным спокойная речь, сдержанная. А вот когда человек кричит эмоционально и размахивает руками, то могут решить, что идет драка там сейчас произойдет или еще что-то. Не принято у них громко разговаривать. Все спокойно, сдержанно так. Даже слишком спокойно. На русский характер. В принципе, они такие сдержанные, спокойные, медлительные очень. То есть
Сервис очень медлительный. И не принято спешить, торопиться куда-то. Даже в характере финском нету этого, чтобы сильно куда-то торопиться, к чему-то сильно стремиться, ставить какие-то сильные цели. Этого нету. Еще у них нету конфеток своих вкусненьких. Нет, у них есть, конечно, конфетки, но они какие-то одного типа. Вот, которые я купила в пакетике, да, финские конфетки пожевать. Вот. Они как тебе на вкус показались? Понравились? Хорошие. Хорошие, но вот они вот сладости все одного типа. Это такие, как резиновые конфетки. Нет, у нас сладостей полно всяких. У нас теперь. полно, у нас ассортимент разнообразный. Много всяких разновидностей. Сушек, хлебов, конфет, Печенюшек, печенье, вафли, всего. зефиры. Да. Да, поскорее бы уже тепло. Хочется снять курточку, теплые ботинки и вообще раздеться. Так, сейчас нам надо будет перейти на другую сторону. Покажи, каким гравием посыпают улицы зимой. Ну, вот это гравий, которым посыпают улицы. Это гранатная крошка. Но, в принципе, сейчас она мешает. Уже ее хочется, чтобы ее убрали с дороги, потому что слишком много. Портит обувь уже. Здесь все перекопано, потому что здесь будут строить трамвай. И все перекопали из-за этого. Всю дорогу. Строить будут долго. Что-то такое говорили о том, что все строительства закончатся только в 2024 году. Только тогда будет окончательно завершено все и проложены все пути. Сейчас очень модно строительные профессии. Сейчас все ринулись учиться на строителей, потому что много строят сейчас. Девушка уже второй круг бежит.
Ну, Она навстречу. уже бежала, да? Да, навстречу нам. Молодец. Но я бы не стала бегать на улице, потому что разогреваешься и легко простываешь в такую, особенно в такую погоду. Ну, это, конечно, личное дело каждого. Может быть, она бегает не первый год, поэтому для нее это нормально. И вообще, может быть, она афинка, которая выросла попкой, сидя на земле холодной, которая купалась в октябре, поэтому ей и не холодно. Так что такие тоже есть. Приучены с детства к холоду, ничего не боятся. Я поражаюсь, у меня на остановке стоит девушка, она все время почти что полуголая, с голой головой, в любой мороз, какой бы ни был, полураздетая, мне на нее смотреть страшно. Но она нормально, ей все хорошо. И таких много, приучены с детства к холоду. Так. Вот, ну, вот такое видео.